В ноябре в Лиссабоне проходит одно довольно масштабное событие – технологичная конференция Web Summit. На нее съезжаются бизнесмены, инвесторы, стартаперы, актеры и музыканты, и все те, кому не чужды новые технологии. И в этот раз туда впервые отправился и я. Мы доехали до Altis Арены, здесь уже просто много народу ходят, которые с бейджиками, очень много русскоязычных людей с русскоязычными именами. Антоны, Иваны и так далее. И на самом деле можно уже начинать знакомиться, потому что люди, когда видят, что ты тоже приехал на Web Summit, дружелюбно смотрят так и готовы познакомиться. А на самом деле люди уже начали приезжать заранее, кто-то за несколько дней, кто-то приезжает сегодня, в день, прям перед Web Summit. Уже так по городу ходишь, и очень много людей, которые приехали из этой стартаперской темы, сидят в кафе, разговаривают о стартапах, о бизнесе, о чем угодно. Сразу видно, что все эти люди приехали на конференцию. Вот вход, и билеты можно получить здесь. Очень много волонтеров, все такие улыбчивые, пытаются помочь. Это круто. И не такие большие очереди, как я ожидал. В час, как регистрация открылась, я думал, что будут очень большие очереди, но нет. Ну, в общем-то и все. Оттуда заходишь, получаешь свои реквизиты и здесь выходишь и идешь обратно. Я криво наклеил, надо переклеить. На Web Summit в этом году приехало около 70 тысяч человек. По всей территории находится более 20 сцен, на которых происходят разного рода доклады, какие-то мастер-классы, воркшопы и так далее. График всех ивентов забит очень плотно, то есть по сути заканчивается один доклад, либо одно интервью, и сразу же начинается второе. Желающих посмотреть эти доклады и послушать интервью также очень много, поэтому нередко у сцен сталкивается куча народу, и для всех места не хватает. Когда сцена переполнена и все желающие не могут попасть и посмотреть доклад, его транслируют на главном телевизоре, который находится возле главной сцены. Помимо этих докладов, которые проходят на основных сценах весь день, здесь есть 4 павильона с стендами разных компаний. Это как крупные компании, такие как Google, Microsoft, Facebook, так и маленькие стартапы. У маленьких стартапов вообще есть такие метровые столики, такие будочки, где они презентуют свои идеи, презентуют свои продукты. Здесь на презентации робот просто насыпает пинатс, орешки, M&M'сы в коробку, но вообще эти роботы призваны помочь шеф-повару на кухне. Такой робот может делать до 300 салатов в час, так мне сказал человек, который работает на этом стенде. Но это очень круто. Я думаю, когда-нибудь роботы смогут заменить шефов и делать все намного эффективнее и быстрее. Кстати, в плане питания на Web Summit тоже все неплохо организовано. Местами даже кажется, что ты попал на какой-то фестиваль еды, а не на конференцию.
после ланча я решил пройтись по стартапам, которые приехали на саммит, и расспросить их немного об их продуктах. Расскажите вот о своем приложении, что оно делает, что позволяет. Да, мы делаем игры для памяти, для развития скорочтения, такой навык скорочтения, который сейчас как бы в тренде в нашем современном мире, потому что у всех много работы, но не хватает времени на то, чтобы всю информацию усвоить за какой-то там час условный. Поэтому вот это наша боль, которую мы интерпретировали в какую-то бизнес-модель уже полноценную, где есть простые очень игры, которые ты можешь играть просто в автобусе, в поезде пару минут, и для того, чтобы просто потренировать свой мозг и тем самым получить пользу и какое-то развитие. Мультиязычная платформа, есть английский, немецкий, русский, украинский язык, ну и плюс игры. И сейчас мы еще работаем над многими фичами нашими, собираем фидбэк, так что добро пожаловать на нашу платформу. Because right now travel bloggers use WordPress or some other kind of traditional blog, which is good, it's easy, but it's very difficult to use it when you are actually traveling because exactly it lacks this geolocation. So we want to develop an alternative for travel that actually has this geolocation, and so you can do the guide, and then someone can just bookmark the places that they like from your blog, and then they save it. And when they travel, when they come to this place based on GPS, we tell them that you are at this place and you can actually learn something about it, right? Yeah. And what we do is why we do mobile app and not just a web is because we want you to be able to download all of that offline. So actually all this content, maps, also the AR, all the audio, you can download for offline so that when you travel to places where you don't have a connection or you don't have a local SIM card, you download all of it in a hotel and then you are all set and you can just go out and explore. Sure, so we are a fashion social platform that helps anyone who loves fashion to share their fashion outfit photo into the app, and our AI technology can scan the photo and predict any similar fashion products and turn the content become shoppable so that their fans and their followers and anyone in the community can discover it and shop the look right away. Okay, so it's basically like Instagram but with like shopping functionality. So basically the app allows the user to discover fashion content like Instagram or Pinterest or any other social platform. But an advanced part from that is that we are suggesting similar products for shopping right away. So basically, HiMe is an app devised to end the CV era. So what we want to do is we want to give people a chance to present themselves first in the way that they see fit through a video and through hashtags that describe them best, instead of having to describe yourself through a piece of paper that has a very limited and restrictive kind of language that you can use. And the rocket symbolizes the fact that we are lunging into a new universe where the CV is not relevant anymore, and what's relevant is who you are and what your potential, what kind of potential you have for the future and what you could do with the right opportunities. So opening it for a more diverse and hopefully richer and more talented workplace. That's what we want. So what can people do with this rocket here at Web Summit? Okay, at the Web Summit we're giving people the chance to go inside the rocket and film that 1 minute pitch inside the rocket because it's really cool. Really cool. And I can just show you inside if you want. Yes. Yeah? Yeah. So our app launched. Okay, so I can use it? Yeah, you can use it. We'll close it for some privacy. Okay. Bye. Окей. И вот я внутри ракеты записываю видео. В этой ракете можно записать одноминутный питч себя работодателю вместо того, чтобы отсылать стандартный CV. Я могу рассказать о том, какой у меня был опыт, о том, чем я хочу заниматься. И по идее работодатель должен, увидя тебя, твою персональность, как бы понять, что ты ему подходишь или ты ему не подходишь. И все это без CV. В
Помимо нетворкинга и воркшопов, которые проходят в павильонах, есть также выступления спикеров на больших сценах, которые проходят суперпрофессионально и снимаются на видео. Ну, а главная сцена, наверное, основной символ и гордость веб-саммита. Вечером, после того, как конференция заканчивается, в Лиссабоне проходит множество разных ивентов, организованных разными компаниями для участников конференции. Например, ивент для девелоперов от Siemens и челлендж Code in the Dark, в котором я даже поучаствовал. Были на прикольном ивенте Coding Challenge, называется Code in the Dark, код в темноте. Нужно было сверстать страничку за 15 минут, не глядя на превью, то есть не смотреть вообще на результат, просто писать код, писать до последнего, пока не кончается время, и после этого смотришь на результат. К сожалению, да, я не выиграл, хотя адекватно считаю, что я должен был выиграть, но победу присудили девушке, очевидно, потому что она девушка. Но на самом деле я не расстраиваюсь, потому что призом был дрон, а у меня уже есть дрон, поэтому я подумал, зачем мне, в принципе, выигрывать, когда в команде была девушка, которой было приятно выиграть, правда? Ну а если серьезно, на самом деле это все как бы игры. Вот, после этого началась дискотека, и прикольно, что чувак, программист, начал генерить музыку при помощи кода. То есть он пишет Ruby код и играет музыка, и все реально колбасятся. Ну, конечно, музыка относительно примитивная, довольно примитивная электронная музыка, но все же она производится при помощи кода. И это было прикольно. За эти 3 дня конференции мне удалось повстречать и пообщаться с большим количеством людей. И это здорово мотивирует, когда ты видишь, как каждый из них реализовывает какую-то свою идею. Пожалуй, таких ивентов должно быть в жизни чуть больше.